Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. В данном мастер-классе мы свяжем сумку из трикотажной пряжи с красивым узором диагональ. Можно связать, как и я, из разных цветов. Хорошо подходят сюда остатки пряжи. Можно связать одного цвета. Обратите внимание, вот с этой стороны я делала соединение, меняла цвета и нигде не видно шва. И у вас будет точно так же. Нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи с шириной 7 мм. Всего 200 метров пряжи. Также понадобится крючок номер 6 для вязания донышка сумки и крючок номер 8 для вязания стенок. 2 кольца карабина, цепь и вот такая пришивная магнитная кнопка. Сумочка внутри достаточно объемная. И стеночки сумки очень хорошо держат форму. Вязать мы будем донышко овальное. По донышку размер 6 сантиметров на 25. И высоту сумочка вместе с ручками 25 сантиметров. Жду обратную связь в комментариях. И не забудьте подписаться на мой канал. Итак, приступим к вязанию. Для начала нам необходимо будет связать овальное донышко. И для того, чтобы оно было плотным, для трикотажной пряжи я выбираю крючок номер 6. И также необходимо еще перед началом вязания донышка растянуть вот так вот пряжу. Тогда донышко у вас будет плотнее. И после того, как вы его свяжете, необходимо будет его отпарить и положить под пресс. Тогда оно будет у вас ровным. Итак, для начала мы должны будем набрать цепочку из воздушных петель. Делаем петлю. Вот это у нас будет самая первая петелька, я ее не затягиваю. Считаем, это первая, вторая, третья, четвертая. И так далее, набираем 20 воздушных петель. Набрали цепочку из воздушных петель. Можно пересчитать, начиная вот с первой. И заканчивается вот здесь вот 20-я воздушная петля. Число петель у вас должно быть четным. Так как для рисунка диагональ нам требуется четное количество петель в донышке. Далее мы переворачиваем и здесь смотрим, у нас идут такие вот перемычки. Заводим крючок под вторую перемычку. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее вводим под следующую перемычку. И точно так же провязываем столбик. Вводим крючок под каждую перемычку и до конца провязываем столбики без накида. А в конце мы сделаем прибавку. Вот у нас в конце осталась последняя петля. Мы провязываем вот сюда вот один столбик. И далее вот сюда вот провязываем 2 столбика. То есть у нас в конце должно получиться 3 столбика. Мы делаем разворот и переходим на другую сторону. Сюда провязываем один и еще второй. Вот здесь у нас получилось 3 столбика. 1, 2 и 3. Далее мы ниточку укладываем вот этот кончик вдоль вязания, будем провязывать вместе. А крючок будем вводить за заднюю стеночку полупетли. Вот идет косичка. Вот за заднюю стеночку полупетли мы захватываем
отсюда рабочую нить и провязываем столбик. И вот таким образом довязываем до конца. Посередине у нас остается вот эта вот полосочка, которая закрывает дырочку в середине. Довязываем до конца. Здесь я покажу. В конце нам необходимо будет провязать всего лишь один столбик. Вот мы довязали до конца, у нас осталась последняя петля. Сюда мы провязываем только один столбик, так как у нас уже есть вот здесь вот первый столбик, и вот он второй столбик, который мы провязывали в самом начале во вторую петлю от крючка. Получается, у нас есть 1, 2 и провязываем еще третий. Вот провязали первый ряд, сейчас сделаем соединение. В первом ряду у вас должно получиться 40 столбиков. Можно пересчитать по вот этим вот косичкам. Делаем соединение, вытягиваем петельку. Крючок мы сейчас заводим вот сюда вот под косичку и вытянем петлю. Далее крючок нам необходимо будет ввести вот сюда вот самый первый вот этот столбик. Вытягиваем нить. Далее вот сюда вот заводим крючок под ниточки. И вот в самый первый столбик мы вставляем крючок. Накидываем петельку и рабочей нитью затягиваем. Далее мы должны вытянуть петлю. Вытянули петельку и провязываем столбик. Далее мы провязываем второй ряд. Во втором ряду у нас также будут идти прибавки. Вот где мы провязывали по 3 столбика, здесь мы будем провязывать в каждый столбик по 2 столбика. То есть здесь 2 столбика, здесь и здесь. И также на противоположной стороне, где у нас идет прибавка из 3 столбиков, вот первый, второй, третий, мы здесь провяжем по 2 столбика в каждый столбик. Далее провязываем, сюда же провязываем еще один столбик. Крючок заходит немного туговато, поэтому можно взять крючок меньшего размера для того, чтобы вытянуть нить. Вытянули, провязали. Здесь у нас получается уже 2 столбика. Далее в следующую петлю мы также провязываем 2 столбика. Немного трудновато вяжется второй ряд, но последующие ряды будут вязаться намного проще. Далее провязываем по столбику до конца, до следующей прибавки. Вот я провязала до конца. Здесь у нас прибавки 3 столбика. В каждой из них мы провязываем по 2 столбика. Также можно использовать крючок меньшего размера, если вам тяжело вводить данный крючок, и вытягивать им нить. Вот провязали первый столбик, и сюда же еще провязываем второй столбик.
Находим следующий, также провязываем 2 столбика. И провязываем в последний, в третий. Вот оно. Также провязываем 2 столбика. И далее провязываем по одному уже до конца. Здесь у нас самый последний столбик. Мы должны будем провязать 2 столбика. Вот у нас идет одна пара, вторая и третья пара. Сюда провязываем 2 столбика. Здесь провязываем по одному. Делаем соединение второго ряда. Второй ряд у меня закончился 2 столбиками. Вытягиваем петлю. Заводим также вот сюда под косичку и далее крючок будем вводить вот сюда в первый столбик. Накидываем петельку и затягиваем. Итак, мы сделали соединение. И во втором ряду у вас должно получиться 46 столбиков. Можно пересчитать по косичкам. В третьем ряду мы также делаем прибавки на скруглениях. Получается, здесь у нас вот идет 2 столбика прибавка. В первый мы оставляем 1 столбик, а во второй мы провязываем 2 столбика. Далее здесь снова 1 и 2 столбика. И здесь точно так же. Здесь у нас будет 1 столбик, здесь 2 столбика. Итак, провязываем. Здесь у нас остается 1 столбик. Следующий мы провязываем 2 столбика. Далее у нас идет снова прибавка. В первую мы провязываем 1 столбик. И в следующую 2 столбика. Получается, мы также здесь делаем по 3 прибавки. Далее мы провязываем снова по 1 столбику до следующей прибавки. Вот до сюда. Довязали до прибавки. Здесь также в первую мы провязываем 1 столбик. А во вторую мы провязываем 2 столбика. Далее снова в первую 1 столбик. И в следующую 2. Снова 1 столбик. И в следующую 2 столбика. Итак, мы здесь провязали 3 прибавки. Вот 1, 2, 3. Далее вяжем по 1 столбику
И здесь в конце мы провязываем, вот где у нас идет прибавка, провязываем 1 столбик, затем 2 столбика. Итак, провязали третий ряд. В третьем ряду у вас должно получиться все 2 столбика. Далее делаем соединение с переходом уже на стеночки сумки. Заводим также крючок под косичку, вытягиваем. Далее заводим крючок вот сюда вот под первую ниточку. Далее здесь находим перемычку, вводим крючок под перемычку, накидываем петельку и затягиваем. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Теперь у нас овал получился вот такой вот неровный. Его необходимо, как я говорила, уже отпарить. Для этого можно положить ХБ-ткань и хорошо прогладить с обоих сторон. Затем все расправить руками, положить под пресс и дать просушиться. Теперь мы будем провязывать первый ряд стенок. Вот у нас идет первый столбик, мы провязывали. Далее сюда же мы провяжем еще 1 столбик. Для того, чтобы у вас узор был красивым и нить выходила лицевой стороной, необходимо ниточку держать на пальчике вот таким образом. Вот этой бороздкой кверху. Заводим крючок сюда же, где мы провязывали столбик. Вытягиваем и провязываем. Вяжите более свободно вот эти столбики, сильно их не затягивайте. Далее мы пропускаем 1 петлю и в следующую мы провязываем также 2 столбика. Захватываем верхнюю дужку косички, заводим крючок под перемычку и вытягиваем. Провязываем столбик. Далее заводим сюда же и провязываем еще 2 столбик. Снова пропускаем 1 петлю, в следующую мы провязываем 2 столбика. Пропускаем в следующую 2 столбика. И вот таким образом, чередуя, мы провязываем весь первый ряд. Пропускаем в следующую 2 столбика. И так довязываем до конца. Провязали первый ряд. Здесь вот между столбиками у нас остается 1 непровязанная петля. Далее я уже крючок поменяю. Меняю на крючок номер 8. И сделаем соединение. Заводим крючок вот сюда вот под косичку. Захватываем нить. Далее крючок вводим вот сюда вот под ножку столбика. Вот у нас первый столбик, вот он второй. Под вот эту крайнюю ножку столбика вводим крючок, накидываем петельку и затягиваем. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Сюда же вводим крючок и провязываем снова 2 столбик. Не забывайте, ниточка у вас лежит вот таким образом, для того, чтобы она выходила лицевой стороной, и у вас тогда будут вот эти вот полосочки красиво лежать. Далее пропускаем 1 столбик и вводим крючок под крайнюю ножку столбика.
И сюда провязываем мы 2 столбика. Первый и второй. Ниточку на крючке слегка чуть-чуть подтягиваем. Далее снова пропускаем 1 столбик, под следующую мы провязываем 2 столбика. Первый и второй. Пропускаем. И вот таким образом мы провязываем второй ряд стенок. 1 столбик пропускаем, заводим крючок под крайнюю ножку столбика и провязываем 2 столбика. Вяжите более свободно. Провязываем до конца. Здесь покажу, как сделать соединение, и провяжем 3-й ряд. Провязали 2-й ряд. Далее мы сделаем соединение. Здесь у нас также остался 1 столбик не провязанный. Вытягиваем нить, заводим крючок сюда под косичку, петельку вытянули. Далее здесь обратите внимание, как мы будем вязать уже 3-й ряд и последующие ряды, куда мы будем вводить крючок. Вот у нас 1-й столбик, вот он 2-й, мы также вводим под ножку столбика. И здесь снизу мы вводим вот сюда, вот в эту петлю. Вот он у нас идет столбик, перед столбиком, вот в эту петлю. Вводим крючок, накидываем нить и затягиваем. Далее вытягиваем петлю и провязываем столбик. Сюда же мы провязываем 2-й столбик. Далее пропускаем 1 столбик, вводим крючок под следующую ножку столбика и здесь снизу вот сюда вот вытягиваем. Один столбик и сюда же 2-й столбик. Снова пропускаем и также под крайнюю ножку столбика и снизу под петельку вот сюда. И вот таким образом провязываем 3-й ряд. Не забываем, крючок вот здесь вот вводим под ножку столбика, и здесь снизу, вот она, видать, петелька, вот сюда вот вводим крючок. Итак, довязываем до конца 3-й ряд. Здесь мы сделаем соединение, и следующий ряд мы будем уже вязать другим цветом. Вот я провязала 3-й ряд. Далее мы будем вязать уже другим цветом, поэтому здесь ниточку обрезаем. Сейчас делаем соединение. Вытягиваем полностью нить, заводим вот сюда вот под косичку, вытянули, и с этой стороны заводим вот сюда центр предыдущей косички. Здесь ниточку можно сразу спрятать.
Итак, будем провязывать 4-й ряд другим цветом. Вот у нас уже видны вот такие диагональные полоски. Крючок также вводим под ножку столбика, вот сюда вот. И здесь снизу под петельку. И отсюда уже вытягиваем нить другого цвета. Можно вводить здесь крючок, можно здесь. Когда вы начинаете вязать другим цветом, принципиальной разницы нет, поэтому в любом месте можно ввести нить. Вытягиваем петельку. Провязываем столбик и сюда же еще провязываем второй столбик. Вот эту ниточку мы укладываем вдоль вязания, провязываем вместе. Далее вводим также под следующий столбик, вот первый, под вторую подножку столбика и снизу под петельку. Не забывайте, ниточка у вас лежит изнанкой сверху. И вот таким образом провязываем 4-й ряд и последующие ряды. Как делать соединение, я вам здесь показала. Как перейти на следующий цвет, тоже показала. Поэтому вяжем далее самостоятельно. Чередуем цвета по вашему желанию. Вот я провязала 19 рядов. В последующих рядах мы будем вязать уже ручку. Я вот отметила маркером, где они будут располагаться. Сейчас я вам скажу, на каком расстоянии они у меня находятся. Здесь у меня между маркерами 1, 2, 3, 4 пары столбиков. А сбоку между маркерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар столбиков. И здесь точно так же симметрично 4 пары. И здесь 7. Провязывать я буду начинать сбоку сумочки и доходим до маркера. Вводим нить другого цвета и провязываем. Где маркер, здесь мы также провязываем 2 столбика. И далее мы набираем 12 воздушных петель. Набрали воздушные петли и переходим к следующему маркеру. Здесь также провязываем узор 2 столбика. И далее провязываем до следующего маркера. С этой стороны точно так же доходим до маркера. Здесь провязываем 2 столбика. И набираем 12 воздушных петель.
Далее соединяем со вторым маркером. Дошли до ручки. Здесь мы провязываем один столбик. И далее в каждую петлю мы провязываем по столбику без накида. Всего должно получиться 12 столбиков. Провязали 12 столбиков и далее продолжаем вязать уже узор. С этой стороны также провязываем один столбик и далее в каждую петлю по столбику без накида 12 столбиков. В конце ручки здесь мы уже провязываем 2 столбика. И далее продолжаем вязать по узору. Провязали до ручки. Здесь вот этот первый столбик мы не провязываем. Далее мы крючок вводим под ручку, захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем. Данные столбики мы вот так вот подтягиваем. Далее следующую петлю вытягиваем. И вот таким образом мы обвязываем ручку. Столбики подтягиваем, чтобы они у нас лежали плотнее. Вот я провязала ручку до конца. Здесь у меня получилось 24 столбика. И далее мы вяжем уже узор. Провязываем узор до следующей ручки. И вторую ручку провязываем точно так же. Довязали до конца ряд. И далее мы провяжем соединительными петлями по краю. Также заводим под косичку. Вытягиваем петельку. Далее крючок вставляем между столбиками. И вытягиваем петлю. Далее крючок вводим в следующую петлю, вытягиваем и провязываем соединительную петлю.
И такими же петлями провязываем по краю ручки. Всю сумочку мы довязали. Теперь по желанию можно сюда пришить магнитную кнопку. У меня вот такая вот пришивная магнитная кнопка. Сюда вот пришиваем. И вот так вот будет сумочка закрываться. Нам осталось только закрепить кольца карабины и цепь. Вся сумочка наша готова. Надеюсь, вам все было понятно. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.